Ну что, если я уже есть в эфире, Да, есть в эфире, я себя вижу. Привет всем, кто пришел в четверг на мой эфир. Очень рада вас видеть. Мне всегда кажется, что там, по ту сторону экрана, вы сидите на таких удобных подушечках, полулежа, развалившись. Ну, такая ассоциация, или это женский тренинг, или это какой-то гарем. Но, наверное, все-таки женский тренинг. Если вы меня видите, поставьте какой-нибудь хороший значок, который будет означать, что «Вау, да, вы меня видите и тоже рады меня видеть». Мы сегодня с вами встретились, чтобы поговорить о женственности и о сексуальности. Вся моя работа, она, собственно, вот, об этом и есть, о женственности, о сексуальности. Раз в неделю я провожу здесь по четвергам эти эфиры. И в основном моя аудитория женская. В основном ко мне приходят женщины, наверное, 98% это женщины. В личном коучинге другая история. Хочу немножко, пока вы собираетесь, рассказать, что у меня впереди будет. В двух словах просто обозначу. Сегодня в четверг начинается коучинг по раскрытию сексуальности, 2-й уровень. Тот, кто будет смотреть в записи, скорее всего, вы уже опоздаете. Но те, кто еще смотрит в онлайне, вы можете попасть на этот коучинг, если вы были на коучинге номер 1. На этом коучинге мы просто идем дальше. Мы пойдем в тему партнерских отношений. Второй раз мы не будем делать этот коучинг по раскрытию сексуальности. Мы, мы думали, знаете, все же показывает практика. Мы думали, что сейчас закончится коучинг номер 1, мы много групп провели уже, и мы думали, что потом мы соберем группу номер 2, но собираются люди неохотно. Многие говорят, я пойду в следующий раз, многие говорят, я подожду немного. И в силу этого, то есть мы собрали какую-то группу, и не знаю, экономически нам неинтересно это делать. Может быть, когда-то мы сделаем 2-ю группу, но вряд ли. То есть нам наши друзья из маркетинга сказали, что так не надо делать, что это не бизнес. Вот. И теперь мы в этом убедились, что очень много тех, кто учился на коучинге по сексуальности, очень много довольных женщин, но на 2-ю часть уже пошло мало. Окей. 20 мая, это будет еще не скоро, это будет там больше, чем через месяц, у нас будет мастер-класс, такой большой 6-часовый мастер-класс «Женщина в мужском мире». Он будет идти в Zoom. Я тоже буду разбивать на сессионные залы, там будет много кейсов и упражнений. Одно из этих упражнений я покажу вам сегодня, чтобы вы могли поисследовать. Сами по себе они недорогие, но цена все время растет. Те, кто пошел на коучинг по раскрытию сексуальности, не покупайте этот мастер-класс, он у вас входит в стоимость. Ну что? И 27 апреля, 27 апреля начнется следующий коучинг по сексуальности, 8-я группа. Она нормально набирается, с ней все в порядке. Вот как-то на 1-й уровень все спокойно, хорошо идут. Если кто-то еще не был у нас на коучинге по сексуальности, приходите. Это, знаете, как жизнь до и после. И последнее, на нашем телеграм-канале, кто не подписан, подпишитесь. Мы начинаем такой сет
по энергетической прокачке. Это практики, медитации, видео, которые были в прежние годы, были на разных программах, которые есть только у нас в записи. Очень сильные мои проекты, и каждый день мы будем выкладывать какую-то практику, что-то уникальное. То есть только тот, кто был на этом коучинге, например, я очень много лет вела просто коучинг группы, где каждый приходил со своим запросом. Это было трудно, но было очень интересно. И мы таких групп провели 10 или 12, и и у нас хранятся записи. Представляете, там по 8 сессий, 12 таких коучинговых проектов. И невероятные практики есть в наших, знаете, запасниках музея хранятся. И вот мы их на этой прокачке будем выкладывать, чтобы вы могли видеть силу самой себя, чтобы вы могли видеть ту силу, которой вы обладаете. И главная сила прокачки – это убедиться, что я могу сама себе помогать. Вот Вика пишет: хочу идти, только узнала на все, хочу идти на первую сексуальность. Иди, солнышко, иди. 27 апреля мы уже начинаем, так что записывайся. Так, 20 мая в записи купить можно будет? Конечно. Кто знает наши продукты, Алла, хочу сразу сказать, что купите сразу с записью, потому что 100% вы захотите повторить, 100% вы захотите переслушать еще 10-20 раз, то есть 100%, 1000%. То есть когда мастер-класс заканчивается, очень много эйфории, очень много получается, потом проходит неделя, и вы начинаете вспоминать, что же такое было прекрасное, слова какие-то забылись, поэтому сразу покупайте в записи. Если вы покупаете только запись, добро пожаловать. Окей, сегодня мы про женское. Итак, вы можете спрашивать. Это будет здорово, если вы будете спрашивать, потому что сам формат этого мастер-класса, он построен на режиме вопрос-ответ. Я начну, затравочку сделаю и покажу нас. Итак, пункт номер 1. Мужчина и женщина – это две невероятно сильные машины для выживания, для эволюции. Когда мы говорим, что сила женщины в слабости, мы ни в коем случае не говорим, что женщина беззащитна и не может выжить. Мы говорим, что сила женщины в ее... У нее нет задачи выдерживать напряжение. Сила женщины в том, что она очень чувствительна. Она очень чувствительна к опасностям. И она слышит своим телом, своим сердцем и разумом. Она чувствует, что что-то хорошо, а что-то плохо, что что-то съедобно, а что-то нет, что что-то можно делать, а что-то нельзя делать. Сейчас меня спрашивают, можно ли пойти на коучинг 2, не пройдя курс 1. Нет, нельзя, и в этом нет смысла. Не в смысле, что я такая привередливая или переборчивая. Нет, просто второй уровень про партнерские отношения, а первый уровень – это про себя и сексуальность. Невозможно пойти в партнерские отношения, если вы пустая, если вы не знаете, как быть сладкой, наполненной, вкусной для самой себя. Поэтому вся первая часть, она практически про то, как быть наполненной, вкусной, сексуальной, а вторая – как меняться с партнером. Так, извините, отвечу на вопросы. Лена,
нужно оставить заявку и пройти интервью. То есть и вам расскажут цены. Мы потому и не пишем цену, что мы хотим вначале поговорить с клиентом. Следующий уровень сексуальности будет через 2 месяца. Ну, то есть если 27 апреля мы начинаем, то мы закончим в конце июня. Значит, в начале июля начнется, или там в середине июля начнется следующая группа. Итак, вернемся к женскому. Итак, женщина – это машина для выживания, такая же, как и мужчина. Вы не слабая, беззащитная, вы чувствительная. И если у мужчины задача научиться преодолевать опасности, то у женщины задача не попадать в эти опасности. Понятно, что у нас есть и женское, и мужское внутри нас. У каждой женщины есть внутренний мужчина. Наша сила, которая умеет дать сдачи, дать по голове, загрызть до смерти. И как показывает мировая история, когда в женщине включается наш внутренний мужчина, или индусы бы сказали, когда в женщине включается ее богиня Кали, это наше мужское начало, мужчинам лучше отойти, потому что женщина будет беспощадна. Извините, опять отвлекусь. КС-2 уже стартовал? Нет. Коучинг по раскрытию сексуальности часть 2 стартует сегодня. Четверг. Какое сегодня число? Не помню. Кто помнит, какое число? Не могу включить свой телефон. Ужас. 15. Все, я не хочу сейчас больше отвлекаться. Спасибо за подсказку. Я хочу поговорить о женском. Женское очень чувствительное. Для того, чтобы быть... Скажите, девчонки, вы понимаете, о чем я говорю? Что женское очень чувствительное. Мы чувствуем опасность, мы чувствуем, что нам что-то не подходит. Мало того, если мы кого-то любим, например, у нас есть дети, или у нас есть дети, у нас есть партнер, у нас есть клиенты. Если мы имеем с ними хорошие отношения, то есть мы их включили в свой мир, то мы слышим, что хорошее и плохое и для них. И мы не всегда можем объяснить это, потому что здесь нет логики, но мы можем очень хорошо чувствовать и говорить, что вот я чувствую, что сюда не нужно. И если у вас есть такой образец, напишите мне «да». Может быть, это вы, может быть, это рядом с вами есть такая женщина, которая очень хорошо чувствует. Это, кстати, может проявляться в таких мелочах, как, не мелочах, а в таких частностях, как диетология. Человек, кроме того, что он там профессионал, он разговаривает с вами и хорошо слышит и понимает, какую предложить вам структуру питания. Или это может проявляться в теме подбора одежды. Вы такая имиджмейкер, которая не только знает там, по цветотипу, по каким-то женским характеристикам, она смотрит на вас, она чувствует вас, и она иногда даже заранее говорит, слушайте, у меня есть такая, например, которая говорит, вот это точно не подойдет, вот это точно не подойдет, вот это точно подойдет. И когда я ее не слушаюсь, приезжаю примерить то, что она мне говорит, что не подойдет, оказывается, она была права. То есть это может проявляться в очень разных сферах, во всех сферах жизни, может проявляться во всех, может какой-то проявляться очень-очень сильно, и тогда мы будем говорить о призвании. Но это про нашу способность чувствовать, что хорошо, что плохо. И для того, чтобы это чувствовать, вот сейчас, девчонки, очень внимательно. Во-первых, напишите, я не вижу ваших ответов, или я их не вижу, потому что их нету, но... Пожалуйста, напишите мне еще, сколько вас сейчас меня смотрит, и сколько человек поставили мне
плюсик вверх, пальчик вверх. Для того, чтобы чувствовать опасность, чувствовать, что хорошо и что плохо, природа, эволюция придумала для женщины такой механизм. Женщина внутри себя наполнена сексуальной энергией. От кончиков пальцев до темечка. И эта сексуальная энергия делает женщину сладкой внутри. Вот ей сладко. На улице холодно, она, может быть, там подзамерзла, вот ей холодно, и ей сладко, и она прибежала домой греться, и ей тоже сладко. И вот если у нее раскрыта ее сексуальная энергия, и ей сладко, вот эта сексуальная энергия, как вы знаете, это энергия жизни. И когда женщина берет в руки, например, стакан с водой, эта жизнь внутри нее говорит ей: «О да, это то, чего нам не хватало, ты очень хочешь пить». И женщина испытывает радость, у нее происходит в теле расширение. И тогда она пьет водичку, и эта водичка приносит ей пользу. Или она подносит бокал к губам, а ее тело говорит: нет, я только что попила воды, я не хочу. А женщина говорит: мне сказал диетолог, что нужно в день выпивать 3 литра, причем в первой половине дня. Я уже не выпила, теперь надо срочно выпить. И тело говорит: я не хочу. Может быть, тебе надо, но мне не надо. И вот когда в теле много сексуальной энергии, вам слышен этот ответ. Когда в теле мало сексуальной энергии, ответ не слышен, слышен только приказ мозга, который не знает, что нужно телу, но знает, что правильно, а что неправильно. Когда у вас ваше женское тело наполнено сексуальной энергией, вы ощущаете, этот мужчина да или нет? Или это уже ваш собственный мужчина? Вы с ним вместе много лет, и ваше тело наполнено сексуальной энергией, и ваше тело ощущает, что этот мужчина сейчас не с вами. Он мыслями куда-то утек. И эти мысли не о работе. О работе ему можно утекать, а вот о каких-то других женщинах ему нельзя утекать. И если у вас много сексуальной энергии, ваши руки незаметно для вас начнут его гладить, чухать, где-то прикоснуться к его плечу, к шее, к спине. И его тело вспомнит вас. И с вами у него больше контакта, чем с той новой женщиной. Или не с новой женщиной, а с той женщиной, о которой он думает. И его тело переключается. Если в вашем теле много наслаждения, много энергии жизни, то когда вы готовите еду, пишете отчет, кому-то протягиваете руки, кого-то гладите, обнимаете, когда вы с кем-то разговариваете, как я сейчас с вами, из вас льется вот эта сладость другого человека. И в этом другом человеке появляется больше жизни. Она не выливается из вас. Хочу вас успокоить. Она излучается вами. Вы излучаете эту частоту спектра. И у другого человека, если он хочет страдать, вы вызовете ненависть. А если он хочет быть счастлив, он легко сонастроится с вами. И у него рядом с вами улучшится жизнь, улучшится настроение.
улучшатся анализы, если он болен, улучшатся дела, если это касается его дел. Женская природа магична. Вам не нужно специально умерщвлять лягушку и варить ее в котле, чтобы сварить какое-то зелье. Вы можете свое состояние усилить до максимума, и в этом состоянии, где энергия поднимется на 100%, вы можете сварить обыкновенный компот, и это будет приворотным зельем. В том плане, что человек будет пить, и его настроение будет улучшаться, его жизненные силы будут увеличиваться, его способность любить будет увеличиваться. И любой человек рядом с вами будет чувствовать, что с вами лучше, чем без вас. И, по-моему, это и есть любовь. И если ваш избранник или если вы хотите что-то заполучить, клиента, мужчину, ребенка, деньги, если вы туда излучаете очень много своей прекрасной энергии женской, то наша прекрасная женская энергия во Вселенной нужна всем. И если, например, этот мужчина или эти деньги, они настроены на созидание, они к вам придут. Если этот мужчина или эти деньги настроены на разрушение, они к вам не придут. Женская природа магична. У каждой женщины своя особая формула той энергии, которую она излучает в мир. Еще раз, мне хочется, чтобы вы, те, кто смотрит меня здесь, сейчас в онлайне и в записи, понимали, что это излучение вам ничего не стоит. Потому что мне часто говорят, вот я ему налила энергию, вот я ему отдала энергию. Отдала — это когда у вас была какая-то внутри корысть. Вы думали, я тебе буду наливать, а ты за это, не знаю, там, женишься на мне. Или я буду тебе наливать, а ты за это купишь у меня. Вот здесь вас ждет много разочарований. В таких обменах, когда вы отдаете то, что отдавать не нужно, вы никогда не получите взамен столько, сколько вы хотите. Потому что вы отдаете свое драгоценное, вы отдаете свою энергию жизни в обмен на что-то, что ею не является. И все женские практики как раз советуют, найдите то место в своей жизни, где вы находитесь в этой ловушке, где вы кому-то или чему-то наливаете свою жизненную силу в надежде получить, не знаю, безопасность. К примеру, женщина замужем за работой. Она там прямо днюет и ночует, там все силы отдает, там рвется на британский флаг, прямо живет этой работой, живет этими там пациентами. Вчера такую женщину консультировала, врача. Вот, живет этой работой и все ждет, что эта работа даст ей состояние безопасности, что вот теперь со мной все будет в порядке, что вот еще чуть-чуть поработаю, и вот тогда меня будут кто-то очень любить, будут ценить, и со мной будет все хорошо. И она наливает свою жизненную силу, но в ответ вот эту безопасность она не получает. И здорово, если вы это осознаете. Или женщина вкладывается в своего мужа в надежде, что вот он ее оценит и однажды скажет, что она прямо самая лучшая, или что и тогда он от нее не уйдет.
И именно от таких женщин уходят. Или женщина также вкладывается в своего ребенка или в своих детей, в надежде, что они скажут, что ты классная мама, а дети все время остаются недовольны. Ксения пишет, то есть человек далеко от меня, а я его просто мысленно глажу, и у него устанавливается связь со мной. Ну да. И очень здорово, если женщина находит в своей жизни такое место, куда она сливает там в чем она меряется энергия, в килоджоулях, килоджоули своей энергии и исцеляет это место. И перестает быть той дойной коровой, которая сливает свою прекрасную жизненную энергию неизвестно куда. Алена говорит, а как быть тогда? Просто так удалиться и все без ожидания? А что значит удалиться? Где я говорила про удалиться? Просто светить как солнышко. Женская природа другая. Женская природа, если взять метафору, которую используют в Каббале, мне очень нравится эта метафора, что женщина – это сосуд из божественного света, в который налит божественный свет. Женщина ценна, я использую такую современную метафору, что женщина это powerbank. Это такое хранилище энергии, где мы все время ее пополняем, все время ее излучаем, но никуда не сливаем. И когда, еще одну метафору, женщина, это моя вообще любимая метафора, я эстет, и вот эта метафора мне очень близка. Представьте себе, что тончайшую фарфоровую вазу китайскую эпохи Мун, это костяной фарфор, он прозрачный на солнечном свете. И представьте, что такую прекрасную вазу, закрытую крышечкой, и внутри находится божественный свет. Вот женщина – это такая ваза. Все на нее смотрят и видят, что там внутри есть энергия, что там есть внутри что-то очень прекрасное. И если к этой женщине люди будут добры, то ее энергия будет разливаться на этих людей. И когда эта женщина будет разговаривать с кем-то, эта энергия будет в разговоре проливаться с этим человеком. Если человек ответит холодно или хамски, она закроет свою энергию, то есть она может говорить, не наливая вот этой доброжелательной энергии. Вам понятно через эту метафору? Сан спрашивает, как понять, куда я сливаю энергию? Там, где ты очень сильно не удовлетворена жизнью. В этом месте ты сливаешь энергию. Потому что женщина, ее природа принимать энергию, а не сливать. То есть мы прекрасно меняемся энергией. Мы можем наполнить кого угодно, кого любим. Но только если это обмен. Если кто-то обманул наши ожидания, мы закрываем свою энергию. Да, ты можешь просто светить и давать, как солнышко. И посмотрите, женщины, которых мы называем женственные или которых мы называем сексуальные, они такие есть, они светятся. Кто-то светится, знаете, есть такая профессор Черниговская, такая женщина седая уже в возрасте, такой пучок длинных волос, волосы в пучке.
Она светится сиянием чистого разума. У нее такое ясное, красивое сознание. Я любуюсь, когда ее слушаю. Есть женщины, которые светятся больше из сердца. Есть женщины, которые светятся больше из нижних чакр. Или силой, или добротой, или сексуальностью. Это могут быть разные вкусы, но это всегда вкус чего-то очень прекрасного. И это очень прекрасное — это вкус жизни. И вот вернуть себе это состояние, это наша с вами задача, женщины. Почему вернуть? Потому что мы родились, когда мы родились и были маленькими девочками, мы были наполнены женской энергией на 100%. Женщина рождается женщиной, а мужчина мужчиной становится. Натали такой вопрос хороший задала. Когда муж говорит постоянно о проблемах, чувствую, что теряю энергию в общении с ним. Это моя проблема или попросить его поменять тему разговора? Это твоя, ну, проблема, я бы не сказала, там твоя боль. То есть, когда тебе мужчина приходит и говорит о своих проблемах, там внутри у тебя просыпается маленькая раненая твоя часть, которая, ну, может быть, я фантазирую, но вряд ли, которая говорит так: о Боже, если он не справляется, если у него проблемы, то мы все, мы умрем. И она начинает там умирать. И поэтому ты не выдерживаешь, когда он говорит с тобой о своих проблемах. Ты начинаешь там умирать. И это надо исцелить, конечно. Или другой человек, не мужчина. Например, я начинаю умирать, когда моя сестра начинает говорить о том, что «Ой, я сегодня плакала целый день», и я сразу начинаю умирать. Я когда это поняла, мне стало, ну, даже смешно. Я с ней столько лет знакома, представляете, это моя старшая сестра, и она плакса. Для нее плакать — это, ну, нормально. И она говорит: «Ой, плакала сегодня опять». Я читаю лекцию. Плакать — это нормально. Нет, я не хочу плакать, у меня потом слезы, но глаза болят, говорит сестра. И вот она, ну, она мне, я не знаю, жалуется она мне или нет, но я не выдерживаю. Вот, я начинаю злиться, сердиться. Это такая моя реакция, когда я не выдерживаю. И потом до меня однажды дошло, что это все время повторяется. Ну, то есть каждый раз, когда она говорит, что она плачет, я не выдерживаю. Я туда посмотрела, и я увидела себя такую маленькую, которая, ну, знает, что вот плакать нельзя, потому что, ну, это ужасная такая слабость, это проявление слабости, что я не, ну, что я не могу с какой-то ситуацией справиться, а я же сильная, я могу. И я разрешила себе плакать и сказала, что иногда сильная, иногда слабая, пожалела свою маленькую девочку. И буквально, ну вот буквально я это сделала, прям я так с удовольствием, не знаю, это заняло очень много времени у меня тогда. Такая была, надо быть сильной, надо быть смелой. Для меня это вообще нормально. Я же по природе своей такой волевой сенсорик. И мне кажется иногда, что я сильная, смелая, и я не замечаю, что я трусло, и что я, как любая женщина, чувствительная, и что я чувствую, что хорошо, что плохо. И такая идея про сильную, смелую мне может мешать. И вот я поработала тогда, и вдруг я обратила внимание, ну как вдруг, что прошло много времени, а сестра больше об этом не говорит. Просто посмотрите, что когда другие люди вам жалуются, а вы этого не выдерживаете, это у вас, а не о них. Они или перестанут вам жаловаться, или они будут жаловаться, но вы сможете, ну, что-то им ответить другое, не закрываться, не переживать, дать им поддержку. Ну что, идем дальше?
Женская природа магична. Каждая женщина – носительница своего собственного уникального энергетического кода. И если понимать, что женщина, она связана с материальным миром, с миром природы живой, то можно описать, что женщина – это какой-то уголок природы, где есть все 4 стихии – земля, вода, огонь, воздух. И у каждой из нас свой собственный такой стихийный коктейль. Но если это многообразие систематизировать, если этот хаос пытаться систематизировать, он систематизируется. И тогда мы можем очень смело разделить женщин на женщин огня, женщин воды, женщин воздуха и женщин земли. И у каждой из этих женщин очень сильная связь с этой стихией, глубокая связь. И бывает так, что стихия управляет женщиной, то есть женщина, ничего свое поделать не может, она вот, поддается этой стихии. И если женщина это осознает, что это ее стихия, это ее прямо любимая стихия, женщина начинает учиться, знакомиться и начинает управлять, потихонечку управлять этой совершенно бешеной стихией. И вначале это похоже, знаете, как будто бы на нас что-то нахлынуло, и потом мы вынырнули или отхлынуло, и мы такой пришли в себя: боже, мама, что это я такое делала? Это может быть следующий уровень, как будто бы вы объезжаете иноходца, то есть вы не знаете, что будет в следующую секунду. В следующем уровне вы освоили эту стихию и прекрасно ею управляете. И на 4-м уровне вы сами становитесь этой стихией. И 20 мая на мастер-классе «Женщина в мужском мире» я буду рассказывать очень подробно про эти 4 стихии, потому что каждая из нас находит себе место в жизни, когда умеет использовать свою стихию. И вы увидите, что в мире бизнеса эти 4 стихии – земля, вода, огонь, воздух – называются управление отношениями, управление результатами, управление ресурсами и управление информацией. То есть то, что такое, казалось бы, женское, правополушарное, метафоричное, стихия и женщина, и можно послушать меня и сказать: да, эти стихии, я их не очень там понимаю, или, это мне не очень все заходит. Но когда мы с вами в бизнесе об этом говорим, это заходит всем. Это 4 великие компетенции, их нету 5-й. Точнее, есть 5-я посерединке. Это лидерская компетенция, управление собой и бизнесом. И весь бизнес – это 4 компетенции: управление результатами, управление отношениями, управление информацией и управление ресурсами. И я, как руководитель бизнеса, понимаю, ресурсов много, но мы их используем нерационально. Результатов недостаточно, нужно усилить результаты. Информации теряется или информации там слишком много для принятия решений.
отношения, у нас слабые отношения в коллективе или у нас прекрасные отношения в коллективе, но недостаточно хорошие отношения с клиентами, например, или с клиентами прекрасные отношения, или мы вообще с ними не строим отношения. Нету, нету других компетенций. И каждая компетенция – это стихия. И вот каждая из нас в чем-то очень хороша. Когда понимает, какая стихия живет в ней, или какая вы стихия, или какая стихия вас доминирует. И на этом построено очень много про женскую магию. Еще один аспект женственности. Я хочу спросить, как вам это? Что скажете? Пока вы пишете, я продолжу свой рассказ, что главным нашим женским достоянием является доступ к бесконечному источнику сексуальной энергии. И та сексуальная энергия, которая у нас доминирует, она вот и есть огненная или земляная. Какая стихия соответствует какой компетенции, я как раз буду рассказывать на мастер-классе «Женщина в мужском мире». Приходите, и я буду подробно эту тему раскрывать. Достаточно много времени на нее уйдет. И, может быть, вы сможете понять на этом мастер-классе свою стихию ведущую. Хотя мне всегда интереснее не так, чтобы вот понять свою ведущую стихию. Может, потому что я ее знаю, и на коучинге по сексуальности часто рассказываю своим клиенткам, какая у них ведущая стихия. Но мне более интересна тема, какая стихия мне нужна сегодня для того, чтобы я прожила свой день. Потому что женщина, она ведь про здесь и сейчас. И, может быть, у меня ведущая стихия Земля, может быть. Но если мне сегодня для того, чтобы мой день был очень успешен, чтобы в моем дне все прекрасно лилось, все получалось, все сбылось, все там, например, все произошло, и я чувствовала себя счастливой и наполненной, может быть, мне нужна не Земля, может быть, у меня уже ее переизбыток. Потому что женщина, она постоянно добирает из мира то, что ей нужно. То конфетами, то прогулками, то ей вдруг хочется кино смотреть какое-то про любовь, то вдруг она там решительно уборку делает, то вдруг она под пледик залезла. Вот за всеми этими действиями кроется набор энергии. И когда вы знаете, как набирать свою энергию сейчас, вы можете делать это очень экологично для себя. Может быть, например, там, не тратить денег на шопинг. Извините, что это такой пример. Я сама люблю покупать всякие вещички. И когда я понимаю, что покупать свои вещички, у меня это энергия любовницы. А вот еще я не сказала для новеньких, что земля, вода, огонь, воздух, они скоррелированы с 4 состояниями женщины в социуме. Энергия любовницы – это не связь с женатым мужчиной, а женщина, которая привлекает, нравится, красивая, сексуальная, мы так говорим. Женщина-хозяйка, женщина-королева и женщина-муза. У Наташи такой вопрос хороший.
А может у внутренней женщины быть одни ведущие стихии, а у внутреннего мужчины другие? Конечно, только так и бывает. Если у меня ведущая стихия, например, огонь, то у моего внутреннего мужчины внутренняя стихия воздух. Но если сегодня мне, Диане, нужна там энергия, не знаю, там воды, то у моего внутреннего мужчины, ну, ему нужна будет энергия земли, потому что они в паре находятся. Земля и вода – это пара, и огонь и воздух – это пара. И очень часто женщина, которая открыла в себе женственность, она открыла, что она может жить в мире практически без конфликтов, потому что она становится очень гибкой, текучей. Есть такой старый польский анекдот про проститутку, которая говорит: «Я такая, как вам треба». Я переведу: «Я такая, как вам нужно». То есть мужчина все время менял. Он говорил: «А вы можете быть тигрицей и наброситься на меня и разорвать?» Она говорит: «Конечно». А он говорит: «А вы можете...» «Нет, нет, 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 это я просто так спросил. Вообще-то я хочу, чтобы вы были такая нежная, наивная, чтобы я был такой очень жестокий, вас соблазнял, и вы от меня убегали. Вы могли бы быть такой?» Она говорит: «Конечно, это вообще моя любимая роль». Он говорит: «Нет, нет, нет, это я просто так спросил. А вы могли бы быть такой очень жесткой, с нагайкой в латексе и меня прямо там бить, водить на поводочке?» Она говорит: «Вообще, это моя любимая поза». Не поза, а роль. Он говорит: «Нет, нет, нет, я просто так спросил, я просто хочу там секса». И она говорит: «Я такая, как вам треба, я такая, как вам нужно». И вот когда у женщины внутри есть ее активно женская природа, она реально помогает вам быть такой, как вам надо в эту ситуацию. То есть быть гибкой в этой ситуации. Может быть, вам сегодня не надо быть гибкой, но когда вам надо быть гибкой, это очень легко. Это эволюционная машина для выживания. Быть женщиной в мужском мире – это неплохо, не сложно, это не проблема. Быть мужчиной в женском мире – это тоже не проблема. Эти два вида прекрасно умеют сосуществовать вместе. Они заточены на совместное существование, как вы понимаете. И поэтому все идеи про конфликт между женщиной и мужчиной, это просто говорит о нашем таком слепом пятне, о том месте, где у нас очень мало сексуальной энергии, очень мало любви. И если где-то у вас с мужчинами есть затык, я, например, вчера вечерком встречалась с такой чудесной женщиной, недолго, мы минут 15 разговаривали, вот, и она говорит: «Я не нравлюсь мужчинам». Она, ну, я бы ее получше одела, ну, причесала бы ее, ну, как я бы вот сделала. Но главное, что на любой, ну, на любую женщину есть свой мужчина. Я говорю: «Может быть, ты не тех мужчин выбираешь? Ну, может быть, ты выбираешь мужчин, которым просто нужна другая женщина?» Она говорит: «Я же вообще не выбираю. Ну, вот ты на меня внимание обратил, тому и рада». Я говорю: «Ну, это правильно». Такая умная я говорю. Она говорит: «Я им не нравлюсь». Ну, говорит: «Я не очень красивая». И вот я понимаю, у нее там такая дырка, так ей больно. И вот эту дырку и больно надо исцелить. И тогда она будет нравиться. Она, может, даже станет симпатичнее. Так тоже бывает. А если не станет, то она будет сиять очарованием. Потому что женщине, ну, не нужно быть красивой классически, знаете, как такой эталонно красивой. Ей нужно быть красивой в моменте все время. Она это может делать. У нас есть для этого наша сексуальная энергия. Мы сильно травмированы.
Да, конечно. Это можно убрать? Можно. Это нужно убрать? Нужно. Кто это может сделать? Вы, если вам помогут. Еще на секундочку, вернусь к теме коучинга по раскрытию сексуальности, часть 2. Что происходит с мужчиной, когда он ночью спит с женщиной, которая наполнена сексуальной энергией? У него происходит процесс исцеления. Вы с утра проснулись, и у вас будет энергии меньше. Если вы уснули, обнявшись, если он насладил вас сексом, если вы получили оба удовлетворение в сексе, или секса не было, вы просто легли умиротворенные, любящие друг друга, не с мыслями «какой козел», когда вы от него отгородились, а «это мой зая», или «Господи, чудовище мое спит», и к нему раз под бочок. И вот когда вы так спали ночью, вы исцелили 99% его проблем. И на коучинге по раскрытию сексуальности, часть 2, я буду этому учить. Что нужно сделать, как нужно потрогать, как прикоснуться, что можно сделать до секса, после секса, вместо секса. Что делать, когда он далеко, и что делать, когда его нету. Нету мужчины в вашей жизни, а вы хотите, чтобы он пришел. Это можно сделать только в 2 случаях. Итак, для того, чтобы это сделать, нужно выполнить несколько условий. Первое, вы должны быть наполнены сексуальной энергией. Второе, вы должны наполнить то место, куда придет этот мужчина. То есть это место должно быть тепленьким, вкусненьким. И третье, нужно исцелить боль от прежних отношений. Там могут быть отношения с мамой, с папой, с прежним партнером. Вот эти 3 условия нужны для привлечения партнера. И на этом была построена раньше женская магия. Я не буду показывать. Да, у нас там будет магический мастер-класс о сексуальной энергии, как работать сексуальной энергией. Но это так, чтобы уже партнера включить в себя. Это только про того партнера, с которым вы уже в партнерских отношениях. И это нельзя сделать, если вы пустая. И это нельзя сделать, если вы его ненавидите в своей душе. Знаете, в своем сердце козлина такой. Да, дорогой. Бывает так, что у пары хороший секс, а вы его не любите сердцем. У вас там обида засела. Ее нужно будет убрать, и мы будем на коучинге этой работой заниматься. Таня пишет, а если нет сейчас мужчины, нужен ли коучинг по сексуальности? Поможет ли это появиться моему мужчине? Его может не быть у тебя, потому что у тебя есть обида на маму, обида на мужчин, обида на Бога, обида на отца. Вот эти обиды на мир, они перекрывают дорогу партнеру. У тебя может быть второе, история про то, что все, я сама. Или у тебя, может, просто нету энергии, чтобы привлечь партнера. Я не знаю, какой из 3 траблов твой, но я знаю, что про все 3 трабла мы будем работать на коучинге. Я не могу тебе сказать, нужен ли тебе коучинг, поможет ли это появиться мужчине. Но то, что меньше станет траблов, если его нету, как по мне, так это несложно привлекать мужчину.
Я этот вопрос для себя прожила. У меня был затык после развода. У меня был момент, когда мне сделали там несколько человек предложение, и, руки и сердце, и каждый раз это все заканчивалось какими-то неудачами. Я тогда очень обозлилась на Бога, на мир, на людей, на мужчин. И сказала, все, идите вы к чертовой матери, я не буду проводить там тренинги, как выйти замуж, я не буду делать это, это и это. И потом я с этим начала работать. Со своей обидой, со своей злостью, со своим проклятием. И когда мое сердце расцвело, когда я расслабилась в этом вопросе, в мою жизнь стало приходить достаточное количество хороших мужчин. Вот так. Поэтому я не могу тебе это гарантировать. Я даже, знаешь, в личном коучинге не могу это гарантировать, потому что сейчас в теме партнерских отношений, и у меня есть много клиенток, кто работает со мной в личном коучинге с этой темой, поднимается такая кармическая история, поднимаются такие траблы, поднимаются такие преграды, что я диву даюсь, но зато открывается такая красота женственности, такой вкус. Женщины становятся такими сладкими, вкусными. Кстати, я заметила, что исцеленная женщина перестает панически хотеть выйти замуж или быть в отношениях. Я знала это теоретически, но практически увидела это только в прошлом году. Что здоровая женщина замуж не хочет. Она просто, ей хорошо, ей классно. У нее нет дефицита. Она не кидается на мужчин или не смотрит на них затравленно. Конечно, ты меня не возьмешь, конечно, ты такой классный, я тебе не нужна. Она просто вкусная, цветущая, наполненная вкусной энергией. Вот эта ваза эпохи Мун. И такая ваза нужна всем, кто хочет жить. И притягивается тот мужчина, который хочет жить. Еще одну тему хочу поднять. То есть, если еще раз вспомнить этот КС, коучинг по сексуальности, первая часть, если кто-то не был еще на первой части, если еще кто-то не ходил на коучинг по раскрытию сексуальности, то это про то, чтобы вот эта ваза в вас появилась. Чтобы вы стали вкусненькая, чтобы вы сами нравились самой себе с утра. Проснулись, посмотрели на свое прекрасное тело, подумали, чем можно там подправить, какой-то, может, там физкультуркой. Но так люблю себя, так себя люблю. То есть, если отвечать, Татьяна, на твой вопрос, то коучинг по сексуальности включит тебе роман с самой собой. И люди вокруг тебя начнут смотреть на тебя, люди вокруг тебя начнут смотреть на тебя другими глазами, говорить тебе комплименты, замечать тебя. Вот это я тебе гарантирую. Появятся ухажеры. Вначале появятся ухажеры, как я говорю, нижнего уровня. Например, появится там таксист, дворник, человек, какой-то мужчина ниже тебя по статусу. И на них не нужно отвечать, на эти ухаживания, но просто отметить. То есть, например, там, я думаю, что я типа на 27 уровне, а он типа на 15-м. Девчонки, это я так придумала про уровни. И вот, значит, мужчина на 15 уровне меня замечает. Хорошо, ладно, будем поднимать сексуальность дальше.
О, на меня уже смотрит там мужчина 40-го уровня. Я себя недооценила. И как вам, молодой человек? Да, 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 какая прелесть. Мгм. Да. И смотрит на меня покровительственно. Мгм. Подкачали энергии, а, наполнились еще больше до его 40-го уровня. Теперь попробуй посмотри на меня свысока, мой ясный сокол. То есть вот это я тебе гарантирую, что у тебя появится флирт, у тебя появится энергия для флирта, у тебя появятся партнеры для флирта. А вот что ты с этим сделаешь дальше, я думаю, многие женщины уверены, что если появятся достойные кандидаты, они знают, что с этим делать. Я думаю, что вы не знаете. Но когда появляются женихи, то даже если я упущу 10, то 11 будет мой. Натали пишет: о да, мне кажется, муж заряжается, исцеляется во сне от меня. Мне просто не видно, что там еще написано. Секунду. А я тоже могу исцеляться во сне благодаря ему? Нет, ты исцеляешься во сне благодаря самой себе. Если вы находитесь в женском полюсе, то женщина ночью очень напитывается энергией, и с утра напитывается, и днем напитывается. Наша задача все время подзаряжать свой пауэрбанк, не истощаться. Знаете, так истощилась до конца и лежишь трупиком в кроватке, потому что сил нету. Пауэрбанк должен быть все время на 40, 50, 60% заряжен. На 100% не нужно. То есть это будет слишком. 40-50 это очень хорошо. Еще последнюю тему, которую я сейчас подниму, я ее очень кратенько подниму, потому что вы на этой теме гарантированно застрянете. У женщины есть два полюса, женский и мужской. На женском полюсе мы девочка, не инфантильная дура, а в состоянии девочки. Мы радостная, счастливая, довольная жизнью, мы любим себя, мы принимаем подарки, мы принимаем от мира все. Нам кажется, что мир нас любит. Не кажется, а мы чувствуем и ощущаем, что мир безопасен, он нас любит. Вот эта девочка внутри нас, это наше женское. А в нашем мужском состоянии мы мама. В женском мы принимаем, в маме мы отдаем. И в маме мы застреваем. Быть маме – это травматическое состояние. Где-то в детстве мы решили быть мамой для нашей мамы, для нашего папы. Мы боимся, что нас не будут любить, такая, какая мы есть, то есть в девочке. Нам надо что-то делать, доказывать, завоевывать любовь, зарабатывать любовь. Вот это мы в маме. Это не про материнство, как вы понимаете, не про счастливое материнство. Это то место, где женщине нужно очень аккуратно себя исцелять. Видеть, где вы отдаете и не принимаете, где вы делаете то, что должна, а не то, что хотите. Хочу еще один ответ дать. Вот здесь я просто сказала, что дальше не пойду, потому что очень глубокая тема про маму и дочку. И мы тут с вами многое можем обсудить, но у меня уже было много мастер-классов на эту тему. А вот вчера в одной из групп был очень хороший вопрос. Его задавала Наташа. Где же эта Наташа? Это было вот здесь. Они уже столько всего написали сегодня, что я могу не найти.
Но я постараюсь, мне очень интересно, хочется ответить. Подождите, пожалуйста, я близка. Уже девчонки доброе утро желают, значит, я уже в утре. Вот, прочитаю. Я запуталась между тем, что с одной стороны все психологи утверждают, что эмоции надо проживать, а не блокировать, и тем, что с другой стороны надо убирать страдания и негативные эмоции в адрес других людей, дабы не собирать всю плохую карму на себя. Не понимаю, как это сочетается. Отвечу. Натали спрашивает, то есть внутренний мужчина – это проявление женского в роли мамы? Нет, твой внутренний мужчина – это твой внутренний мужчина. Он реально там мужчина живет. Это наше мужское, то есть то, кем мы не должны быть. Вот этой спасающей самкой – это болезненное внутри нас. Я приведу пример с мужчиной, и вам станет понятнее. Мужской полюс звучит так. Мужчина в своем мужском проявлении – это отец. Заботливый, дающий, благородный, дающий границы, поддерживающий, развивающий. А в своей женской части он инфантильный мальчик. То есть это травмированность мужская. Тут всем понятно, правда? Вот травмированность женщины – это, великая мать, которая всем, она великая, она всем все дает, ей никто не дает. А сейчас хочу ответить на вопрос о чувствах, об эмоциях. Давайте мы посмотрим, как сформированы эмоции. Например, я разговариваю с кем-то и начинаю страшно злиться. Для меня это вообще расплюнуть. Я очень легко начинаю сердиться. И я начинаю злиться. Я злюсь на этого человека. Я могу сказать, что то, что я сейчас чувствую, когда разговариваю с тобой, я чувствую злость. В этот момент я соглашаюсь с тем, что у меня эта эмоция есть, я ее в себе принимаю, и я ее не вываливаю на другого человека. Я сейчас злюсь. Не ты меня злишь, не я на тебя злая, а я сейчас злюсь. Я признаю свою эмоцию, и я даже сказала об этом другому человеку, в надежде, что он поможет мне с этим справиться и изменит свой разговор. Такое бывает иногда. Иногда это срабатывает, иногда нет. Но главное, я это говорю для себя, чтобы встретиться со своими эмоциями или чувствами. Я злюсь. Я злюсь. Если в этот момент можно было поставить мир на паузу и остаться самой вот в этом незамершем состоянии, что бы мы увидели? Мы бы увидели, что злюсь-то я на себя. Не на этого человека, а на себя. У меня есть та часть, на которую я злюсь, и есть та часть, то есть есть часть, которая злится, и есть часть, на которую злятся. Ну, к примеру, я вчера разговариваю с сыном, он говорит, что они с дочкой приняли какое-то решение, и они не будут его менять. Я начинаю злиться. И говорю ему, блин, я такая злая, почему вы приняли решение без меня? Он мне объясняет, он говорит, потому что ты, в тот момент сказала, что ты не будешь этим заниматься. И я сильнее злюсь. И вот если бы я поставила на паузу, я бы увидела, что я сейчас злюсь на ту себя, которая сказала, что не будет заниматься этим вопросом, что я ей говорю, ты безответственная мамаша. Есть кто-то, кто такой сильно ответственный,
Ну, он не сильно ответственный, он просто злится на мою безответственную, ну, часть. И вот злость, она была на меня. Сына мне не надо ставить на реверс. У нас с ним ну, много договоренностей, много опыта общения. И он спокойно спрашивает, я сделал что-то неправильное? Я говорю, нет, ты сделал все правильно. Он говорит, это решение, ну, угроза? Нет. Решение надо менять? Нет. Я просто злюсь. Я злюсь, но злюсь на себя. И это то, что вы откроете, если будете изучать свои чувства к другим людям, что вы злитесь на себя, радуетесь себе, огорчаетесь на себя, ненавидите себя, что все чувства находятся там внутри. Там есть два игрока, как минимум, которые вот в это играют. И у нас есть в жизни практика безмятежного ума. Найдите ее на моем YouTube-канале и научитесь ее делать. Практика безмятежного ума без всякого анализа растворяет вот эти эмоции. С одной стороны, мы их приняли, мы их признали, мы их не заблокировали, мы не дали, то есть мы не спрятали их у себя в бессознательном. И с другой стороны, мы не накормили человека эмоциями и чувствами, которые не имеют к нему никакого отношения и вообще ему не принадлежат. Как вам это? Глубоко? Те, кто знает меня недавно, можете оценить, насколько я глубокий человек. Мне это очень нравится. Я могу сказать, что я горжусь и сама себе говорю, Господи, как же мне повезло, что там внутри есть такой умный внутренний мужчина у меня, который такой умный, а я тут сверху такая красивая, такая красивая. Ну что, на сегодня я вам все рассказала. Пожалуйста, здесь было очень хорошо сегодня. Поделитесь этим видео в Фейсбуке, в контактах после окончания. Для меня важно, чтобы то, что я рассказываю, ушло в новый мир, в массы, чтобы ко мне пришли новые клиенты, новые люди, которые еще меня не знают, чтобы то, что я даю, помогло другим людям, тысячам других людей. Это прямо для меня очень важная миссия. А для вас это будет создание баланса, потому что вы здесь много хорошо взяли, и чтобы вы смогли этим воспользоваться, вы должны сделать точно такое же хорошее дело, нужное для меня. Так что до встречи в следующий четверг в 12:00. У нас будет, не помню, какая будет в следующий четверг тема, но скажу так, что будет что-то, как всегда, хорошее. У Натали такой вопрос, уж прекрасные вопросы задаешь. Если человек любит управлять людьми, видит их потенциал, это управление ресурсами или отношениями? Это управление результатами, это лидерская компетенция. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы были со мной. Вы были такой очень тихой-тихой группой. Иногда мне казалось, что вы не дышите. Я знаю, что вам было очень интересно. Мне самой было интересно это рассказывать. И я такое же получила чувство, как и вы. Я насладилась нашим разговором. До встречи в следующий четверг. Если вам понравилось, ответьте пожалуйста, на мой вопрос. И не забудьте лайки.